Здравствуйте, друзья! Весна вступает в свои права и начинаются полевые работы, наверное, у всех. Сегодня постараюсь завершить испытание самодельного двухкорпусного плуга вместе с мотоблоком Нева. И начну с участка, где в августе прошлого года были посеяны сидираты, а именно горчица. И в качестве эксперимента вспашку этого участка на зиму не производил. И теперь хочу сравнить и поделиться с вами, какая разница между участками, который был запахан в зиму или который остался зимовать с горчицей на поверхности. В очередной раз мотоблок с двухкорпусным плугом снова пашет сам. За счет правильно сбалансированного веса на носу мотоблока работать с двухкорпусным плугом легко, нагрузки на руки при разворотах практически нет. Хорошо еще то, что есть возможность мотоблока произвести разблокировку полосей. Но теперь главный же вопрос: какая же глубина вспашки? Во многом, конечно, глубина вспашки зависит как от веса мотоблока и мощности мотора, так и от состояния почвы. Значит, в данном случае впереди мотоблока для противовеса плугу на носу установлен груз весом в 35 кг, а вес одного колеса вместе с удлинителем полуоси и грузом, который находится внутри диска, составляет 40 кг. Таким образом, общий вес мотоблока где-то около 200 кг. А теперь о почве. Учитывая, что нижний слой почвы пока достаточно еще влажный, почва вязкая, даже сказал бы тяжелая, то глубина вспашки пока возможна только в пределах 15 см. И это при ширине 38 см за один проход. Но если подгрузить бы мотоблок немного, на колеса повесить грузы, то глубину вспашки можно еще увеличить. Но это придется еще ставить дополнительно углоснимы на отвалах, чтобы почва не переваливалась через отвал. В конце, кстати, прошлого сезона было уже несколько видео о том, как работает мотоблок с этим самодельным двухкорпусным плугом, а также подробное видео с размерами и как самому изготовить подобный плуг. Кстати, для кого-то интересно, ссылки на это видео, как всегда, будут в конце видео и в описании к этому видео. А теперь же давайте еще рассмотрим один вопрос. Это о пользе высева горчицы, которая прошла в конце прошлого лета. Что мы видим? От огромной зеленой массы горчицы практически на земле ничего не осталось, разве что остатки корневой системы. И верхний слой почвы не так сильно подсох, земля не так растрескалась. А на глубине за счет трубчатого строения корневой системы горчицы сама почва стала настолько сырая, что периодически, в основном это при разворотах плуга в конце ряда, приходится очищать лемех вместе с отвалом, хотя бы для того, чтобы мотоблок стартовал с очищенным плугом. И это при том, что лемех вместе с отвалом настолько хорошо отшлифован практически до зеркального блеска, но все равно земля липнет. Что я еще заметил, что если скорость мотоблока с плугом больше 5-7 км в час, то почва на лемех и отвал практически не налипает. А вот возьмем для сравнения видео, сделано прошлой осенью. Даже после незначительных дождей, когда производил запашку сидиратов, такого эффекта на плуге не было. И почва так не прилипала. Так что все зависит от того, насколько влажная почва. И теперь сделаем вывод, или, говорится, я скажу свое мнение, что горчицу все-таки лучше запахать зиму, а ранней весной пройти бороной, чтобы земля не растрескалась и удержать влагу. А дальше уже готовить почву под посадку конкретных культур в определенное время. Ну, это мое личное мнение. Может, какие-то у кого будут другие мнения, я думаю, вы напишите в комментариях. Друзья, есть еще один момент. В комментариях к предыдущим моим видео многие пишут, что их мотоблок во время пахоты тянет в ту или иную сторону, или плуг сильно зарывается. Итак, давайте по порядку. Как видите, плуг с мотоблоком в моем случае идет ровно в сторону, его не тянет. Плуг закреплен на мотоблоке в жесткой сцепке,
А за счет распорных болтов произвожу регулировку так, чтобы мотоблок всегда шел ровно по борозде правым колесом и не уходил в ту или иную сторону. Этот метод уже проверенный, можете мне поверить. Так что можно смело делать жесткую сцепку плуга с мотоблоком и прямолинейность плуга выставлять при помощи распорных болтов на сцепку. Для примера, если мотоблок тянет влево, то хвост плуга необходимо сместить вправо. А если мотоблок тянет вправо, то хвостовую часть плуга смещаем влево. Принцип такой же, как киль в лодке. Теперь еще один момент. При наличии опорного колеса на плуге, в отличие от полевой доски, который дает большое сопротивление, можно намного стабильней и с большей точностью отрегулировать глубину вспашки. Это и дает возможность выставить такую глубину пахоты, которая под силу мотоблоку, чтобы он не буксовал и его не приходилось толкать. И под силу было это еще мотор. Ну еще, конечно, один показатель, его тоже не надо забывать. Это ширина захвата плуга, которая регулируется, перемещая плуг по сцепке вправо или влево. Ну и, конечно, сами рабочие поверхности лемеха и отвала должны быть из хорошей стали, правильно рабочими углами и обязательно отшлифованы. Кстати, друзья, как правильно отрегулировать однокорпусный плуг, чтобы он сам пахал? На канале есть уже подробное видео, ссылка на него я тоже дам в конце видео и описании. А в перспективе планирую подготовить еще отдельное видео об особенностях и как отрегулировать двухкорпусный плуг вместе с мотоблоком или другими транспортными средствами, потому что здесь есть очень много особенностей. Итак, друзья, делаем вывод, что мотоблок с двухкорпусным плугом вспашку производит в 2 раза быстрее, чем это было с однокорпусным плугом, но при этом с меньшей глубины пахоты. Но для этого плуга достаточно этой глубины, ведь главная задача этого плуга, который я себе ставил, это запахивание сидератов в зиму, и глубина здесь существенной роли мне не играет. Ну и, конечно, профессионалы, трактористы сейчас скажут, что это царапание почвы, не пахота. Я с этим частично соглашусь, потому что все-таки это мотоблок, а не трактор. И с этим нам, мотоблочникам, надо смириться. Так что, друзья, ваши предложения и вопросы пишите в комментариях. На все стараюсь всегда отвечать. Будьте активными. А если это видео было интересным и полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, кто не подписан. А рядом нажмите еще на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео по обработке почвы при помощи мотоблока с фрезами на различных участках, где горчица была запахана в зиму и где горчица осталась зимовать. Так что, друзья, это очень будет интересно делать выводы по этому вопросу. Сезон только начался. Всем, друзья, успехов. Давайте будем работать, отдыхая. До свидания. До встречи на канале.